Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео я предлагаю разобрать 13-месячный календарь черепахи, показать основы письменности и предназначение человека, потому что все вы знаете, что мы раньше жили по юлианскому календарю, который был введен в Римской Республике еще 1 января 1945 года. Но он был очень неточный, примерно раз в 128 лет накапливалась ошибка в один день. Поэтому, например, в советское время, в 1918 году, была проведена календарная реформа, и мы потеряли 13 дней. У нас получился новый стиль и старый стиль. При том самое интересное, что тот же юлианский календарь в Европе еще в 16 веке был заменен григорианским календарем. Соответственно, юлианский календарь в России государственным сделал Петр I. Почему это произошло? Оставьте свое мнение в комментариях. Но тот же григорианский календарь, который был в 16 веке введен в Европе, он признавал, что юлианский был ошибочный. Была проведена реформа. Там был заложен в григорианском календаре 400-летний цикл. И все равно даже этот цикл дает один день отставания примерно раз за 10 тысяч лет. То есть это все неточные, искусственные календари, где месяцы то 30 дней, то 31, то 28, то 29. То есть постоянно какая-то чехарда. Она такая, потому что эти календари не соответствуют циклам природы. Но у нас есть природные календари, которые я вам хочу показать и напомнить. Надо нам это, потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. А лучше прошлое знать, брать из него лучшее, совершенное, жить настоящим, и строить лучшее будущее, беря самое лучшее из прошлого и настоящего. На самом деле природа нам предлагает лучшее. Это черепаший календарь. Действительно, если посмотреть на черепаху, то у нее есть 13 основных пластин, и 28 дополнительных. То есть, если одно умножить на другое, получится как раз 364 дня. То есть, многие коренные народы мира этого знали и, соответственно, пользовались этим циклом. То есть 13 месяцев в году. Потому что тот же лунный цикл это примерно от 27 до 29 дней. То есть как раз 28. И соответственно черепаха полностью нам показывала природный лунный цикл, на который и можно основывать свой календарь. Да, лунный календарь, но этот календарь был бы равномерным. То есть в календаре возможно иметь 13 месяцев по 28 дней. Начало каждого месяца всегда приходится на понедельник, на 1 число. А завершение каждого месяца всегда заканчивается воскресеньем, 28 числом. То есть очень равномерный календарь. Опять же, многие народы мира им примерно так и пользовались. Соответственно, его можно сопоставить с существующими календарями. Григорианским, юлианским. Добавить их сюда параллельно. То есть, как вы думаете, удобно иметь такой календарь? То есть равномерный, постоянно цикличный. Да, понятно, что там остается один день в году, как минимум. Его можно сделать священным днем. Или делать так, чтобы накапливалась целая священная неделя. И потом добавлять священную неделю отдельно от календаря. Оставьте свое мнение в комментариях, потому что древние пользовались подобным календарем, ориентировались на него. И как раз все это полностью соответствует природным лунным циклам. И все это очень четко завязано на биологию человека. Потому что те же женщины, их месячный цикл, он как раз измеряется неделями. Почему не месяцами? Потому что как раз месяца постоянно рваные, неточные. Здесь же мы имеем четкий 28-дневный цикл у женщин. То есть это давно доказано. В нормальном состоянии это именно так. То же самое, если женщина проходит беременность, то там беременность считается не современными месяцами, а именно 7-дневными неделями. Как вы понимаете, это опять же связано с циклами природы. Примерно на 40-ю неделю должна происходить рождение ребенка. Но опять же, 40 это не просто так. Вы знаете про цикл и в 40 дней. Совершенно конкретно. Есть циклы и в 40 недель, как вы видите. Сам факт, что биология человека полностью завязана на лунный цикл. В первую очередь женщин.
Опять же, эта черепаха, она многим знаменита. Знаменит этот образ. Плоская как бы земля на трех слонах и на черепахе. Я много раз говорил, что это образы. Отсюда система образования. В наше время система образования уничтожена. И, соответственно, существа не могут понять, что это образ и что он несет. Этот образ несет очень простую информацию, что большинство существ, похожих на людей, они мыслят дуально. То есть да или нет, отсюда это плоскость. Но все их мысли стоят на трех слонах, то есть трех мирах, трех точках опоры, трех мировоззрениях, трех форм отображения, трех форм жизни. Отсюда это троичность, Святая Троица. Что это за формы жизни? То есть первый мир это материальный. То есть кто-то мыслит только материей. Ну, если вы обратитесь к науке, материя это там 4 миллионных процента. Это то, что знает наука. На самом деле еще меньше. Второй слон это мир идеализма. То есть каких-то образов, планов. То есть основа этого мира идея, мысль. Ну а в середине как раз трансцендентный мир. Он же мистический мир. То есть основа в мистике это слово. То есть материализованная идея. То есть дуальное мышление стоит на каких-то трех этих слонах. И все это стоит на юджизме, то есть на черепахе. Юджизм это как раз бесконечная энергия. Отсюда образ этой черепахи. То есть мировоззрение. А черепаха черпает вот эту всю энергию из безграничного океана. То есть и сама черепаха это как раз познание океана безграничного знания абсолютной истины. То есть информация это энергия, свет это энергия. Поэтому вот этот юджизм, славянская система, это просто изучение энергии природы. Ну, соответственно, отсюда этот образ черепахи. То есть все ваше мировоззрение, мысли, то, на чем вы строите свой мир, он построен на черепахе, а фактически на безграничной энергии мироздания. Ну и на правильных календарных системах. При том, что самое интересное, 7-дневная неделя у нас от первой луны Лели, которая погибла в катастрофе более 100 тысяч лет назад. Все ссылки есть в описании под видео. Мои видео исследования на эту тему. Отсюда у нас слово лелеять, беречь. Вот такая вот форма, не просто так. Она же сохранилась в современных храмах. Это такой полумесяц. И почему? Потому что все это связано с циклами природы, движением Луны, Земли и Солнца. Откуда я это знаю? Потому что этот цикл есть на самом древнем календаре. То есть есть сибирская календарная система, Малтынская пластина, и там есть вот эта форма Лели, то есть 11 дней древнего календаря, а тогда цикл был 360,25 примерно дней. И когда этот цикл разделить на 7, то мы получаем как раз 566 циклов. То есть перед нами на Малтынской пластине, одной из элементов древнейшей сибирской календарной системы, которой более 20 тысяч лет, присутствует, почему Леля имеет именно такой образ. И совершенно верно, там, конечно, тоже были какие-то священные лета, поэтому там есть отдельная вот эта точка, священное лето, для того, чтобы система Луны Лели приходила в балансировку. То есть Леля есть на Малтынской пластине, именно 7-дневным циклом. Леля есть на Ачинском жезле. Здесь уже более точно посчитано, что как бы священное лето получалось там 3 раза по 11 и одно лето в 12 лет. То есть это примерно 45-летний цикл. То есть эти системы друг друга дополняют. Ачинский жезл и Малтынская пластина это древнейшие элементы сибирской календарной системы. Ну а для славян это как раз первейшая письменность, черты и резы. А фактически это модели солнечных систем в кармане у человека, который жил более 20 тысяч лет тому назад. Все это я расшифровал в отдельных видео. Перейдите, посмотрите. Отсюда вот эти образы, руны, где мы видим вот эти лели, лебеди. И вот эти циклы священные в 45 лет. В 11 там, и в 45. То есть это нам полностью позволяет поставить на место как раз как работала Вселенная того времени. Почему в наше время это запрещено? Потому что на этих символах и образах работает мозг человека. На этих символах и образах построена письменность. То есть тот же магический квадрат 7 на 7, который имеет как бы сумму всех граней 175, если его разделить на 7, мы получаем 25. 25 плюс 25 это как раз и есть две матрицы, которые сведены в этот магический квадрат. И символы эти, образы, буквы,
На них работает наш мозг. Как я уже говорил, левая часть мозга это логика, правая часть мозга это образы. То есть это две матрицы по 25. И есть там эффект 25-го кадра, выход в подсознание. То есть почему этих букв не 50, а именно 49. И почему это все сейчас запрещено? Потому что мы бы тогда были не просто теми, кто произошел от обезьян или стал удобрением для обезьян, а людьми мыслящими, понимающими циклы природы, энергетику, соответственно, могли бы становиться богами в этом мире. То есть понимать, как он работает, и использовать эти энергии. Вот и весь секрет. То есть вся письменность древнего мира, она исходит именно от процессов мироздания. Ну, в первую очередь, наблюдали в том числе созвездия, которые видны в северной части Земли, примерно их 48-49. Ну, соответственно, и заполняли этот магический квадрат 7×7. А этот магический квадрат еще от Луны Лели ведет как бы свой цикл, вот этот 7×7, 7 дней, 7 раз повторенный еще в то время. И опять же туда записывались образы созвездий. То есть в наше время, когда вам рассказывают, что кто-то там придумал какие-то буквы, все это обман. Все эти буквы брали из мироздания, то есть из созвездий. То есть основных созвездий известно примерно 12, а по факту их 13. Это основные буквы всех алфавитов. Плюс есть маленькие буквы большие, плюс есть женские, мужские. Отсюда получаются все эти круги. То есть примерно, если брать маленькие и большие, если брать женские и мужские образы, образы каких-то животных, то получается так и выходит примерно 48. То есть опять же мы попадаем в эту матрицу письменности. Отсюда все основные письменные системы. Ну, как бы это науке известно, но как бы не распространено. Начинаются рассказы про то, что какой-то Вася что-то придумал, какой-то Петя что-то придумал. А то, что древние календарные системы это и есть древнейшая письменность, и построена она на созвездиях в первую очередь, на движениях наших лун, солнца, ну, не принято говорить. Хотя они признают, что представители древней цивилизации прекрасно знали, как работает природа. Они догадались провести, например, воображаемую линию, указывающую от Земли к Солнцу, как стрелка. И они проследили, что эта стрелка указывает в течение Солнечного года. И случилось это более 3000 лет назад, по мнению современных ученых. И выводы древних астрономов были достаточно точными. Они насчитали 13 созвездий. Да, не 12, а именно 13. Ну, вы знаете их как Иисус и 12 апостолов в том числе. И появился образ вот этого мужчины со стрелой, который поражает какое-то животное. По факту это 13-е созвездие, это змееносец. Отсюда постоянно эти образы борьбы с этой змеей какой-то непонятной. То есть его расположение примерно с 30 ноября по 17 декабря. То есть он как бы завершает старый цикл и начинается новый. Потому что вы знаете, что там 25 декабря рождение нового солнца происходит. Ну, соответственно, отсюда, как вы уже понимаете, не 12 созвездий, а 13. Отсюда все эти товарищи, которые поражают этого змея, то есть борьба со змеем. Ну, а змей фактически это тоже цикл, завершение, начало нового цикла. То есть слева это хетты, справа это у нас те же скифы при Черноморье, хотя это одна, в принципе, и та же культура. И опять же, вот эта борьба Аполлона с Питфоном или с Питоном, где он опять же его поражает стрелами. И все это звенья одной цепи. То же самое мы видим в Египте, где бог солнца Гор поражает рептилию, ну ту же змею. А справа как раз мы видим этого же Гора с Сетом, то есть двоичное какое-то существо, которое в итоге мы знаем как двуглавый орел. А справа как раз на лодке плывет Ра, первозданный свет, и Сет его защищает от змея. То есть вся эта мифология, она построена именно на природных циклах. И на циклах движения созвездий, Солнца, Лун, Земли. В нашем современном мире это выражалось в том числе в таких символах. То есть слева это символ хетов, а фактически справа изначальный символ славян, где левая птица это феникс, она же Ра, возрождение из пепла, а вторая птица это Рог. Именно символ прямого божественного управления. Отсюда Рарок, или Рюрик, или Сокол. Ну,
Это все, соответственно, находит интерпретацию в современных символах, потому что тот же Гор, победоносец, который побеждает этого змея, рептилию, это фактически созвездие змееносец, 13-е созвездие, которое как бы завершает цикл, рождается новое солнце, идет новый цикл. И за это все отвечает птица рая, птица рог. То есть все закономерно. Плюс самое интересное, что мы это видим на памятниках. То есть существует древнейший славянский календарь, я его много раз показывал. Он имеет астрономическую точность. Да, там циклы другие, потому что они в первую очередь завязаны уже на Солнце. Но факт в том, что мы на том же памятнике тысячелетия России имеем подобную надпись. И там написано «Лето 6370-го». Ну, извините меня, так тысячелетие или лето на тот момент 6370-го. Нам начинают рассказывать про какую-то Византию, которая столько не существовала. Ну, максимум там потом еще могут рассказать про еврейский календарь, по которому идет лето там 5700 какое-то. Но если посмотреть на археологию, оказывается, Боспорское царство, те же самые сарматы, они имели точно такую же календарную систему. Ученые-мужи подумали и говорят, нет, это какая-то особая эра, Боспорская. А есть еще особая эра финикийская. Ну, вообще-то это древнеславянский календарь. Понятно, что его можно разделять, лепить непонятно куда, непонятно зачем. Если посмотреть, что везде как бы древнекалендарные системы, которым тысячи лет, и они как раз рассказывают о тех временах еще до гибели Атлантиды. То есть тот же Ачинский жезл, Малтинская пластина, это те же самые календарные системы. Если посмотреть на эти стрелки, то у нас особая Боспорская эра, особая финикийская, а еще есть особая сирийская эра. Потому что если прийти туда, мы тоже увидим те же самые древнейшие календари. Если их расшифровывать по-славянски, то мы четко попадаем, когда кто это чеканил. Кстати, письменность вы тоже не можете прочитать. Казалось бы, а как это? Если оно создано намного раньше, чем Кирилл и Мефодий пришли в тот регион и нашли эту письменность, о чем в их житие и написано. А все очень просто. Это древнейшие календарные письменные системы, которые славяне распространяли по всему миру. Я много раз показывал эту надпись, которая находится на горе Неба, возле Мертвого моря, потому что это высокая, самая ближайшая точка к небу. Это на ней написано «Иван, наш сын, лето 4040-го». Вот вам еще одна особая, как бы, сирийская эра или ближневосточная. Помогаем как бы ученым, чем можем. Но этой надписи, извините меня, примерно 3500 лет. Известно это науке? Известно. Но оно записано на кого угодно, кроме славян. Хотя и письменность тут как бы славянская. Потому что вот эти буквы Ени, Яне, они есть только у славян. Какие-то древнейшая календарная система. Основанная, кстати, на цикле Солнца. Почему вы это не знаете? Ну, потому что на ней еще завязано и предназначение человека, и как раз парное взаимодействие людей, и вообще расчет всех событий, как государственного масштаба, так как бы индивидуального. Ну, хотелось бы услышать ваше мнение в комментарии. Так все-таки на каких циклах нам лучше жить? На древнейших солнечных, на древнейших лунных, что природа нам показывает в биологии человека, или все-таки оставаться на искусственно придуманных, которые не отражают ни того, ни другого? Оставьте свое мнение в комментарии, пожалуйста. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай.
Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.